Некоторые горы выглядят настолько идеально, что можно подумать, будто их создал сам божественный архитектор, обладая высоким мастерством и безупречным вкусом. И дело в том, что вы совершенно не ошибаетесь, если думаете именно так. Погодите, неужели кто-то действительно построил горы? Такой вопрос заставляет задуматься и порой удивляет людей своим контекстом. Глубоко в тропических лесах Амазонки можно найти причудливую конусообразную вершину, которая вызывает именно такие размышления и вопросы. А на другом конце света, вдали от этой зелени, находится пейзаж, который выглядит так, будто кто-то щедро рассыпал огромный мешок конфет Hershey's Kisses по зеленому полю, и это не может не привлекать внимания. Такое можно лишь вообразить, однако оно действительно существует наяву, и вы скоро в этом убедитесь. Приготовьтесь узнать, что было бы, если бы Hershey's Kisses и мультфильм «Дорога в Эльдорадо» сосуществовали в реальной жизни. Потому что мы погружаемся в один из самых загадочных и странных природных образований на Земле. Мы будем говорить о Серра-эль-Коно в Перу и шоколадных холмах на Филиппинах. Одно из этих мест может скрывать за собой древнюю затерянную пирамиду, а другое, как утверждают многие, каждый год превращается в шоколад. Ну, почти, что вполне может вызвать улыбку. Давайте начнем с Эль-Коно. Эта странная одинокая гора возвышается почти на 400 метров над кронами деревьев прямо в сердце Амазонки, на самом краю границы между Перу и Бразилией. Конечно, регион Амазонки хорошо знаком с горами. Здесь можно встретить впечатляющие горные массивы, такие как Имери на севере, и знаменитые Анд, которые простираются вдоль позвоночника Перу. Но видите ли, Эль-Коно — это абсолютно другое образование. Его нельзя сравнить ни с чем. Для начала он полностью изолирован и является уникальным явлением. Если вы пролетите над этим регионом на вертолете, то на протяжении многих километров вы увидите лишь бескрайнее изумрудное море тропических лесов, без единого нарушения зеленого покрова. И вдруг — бум! Из ниоткуда в небо взмывает идеальная конусообразная гора, похожая на гигантский зеленый Доритау, которая бросается в глаза своим великолепием. Эта гора не является частью какой-либо крупной горной цепи. У нее совершенно нет близких братьев и сестер, и она выглядит настолько симметрично, что кажется искусственной, словно скульпторами проработанной. И она поражает своей красотой, столь глубоко покрыта зелеными деревьями и живыми растениями. Естественно, такое удивительное создание породило множество теорий. Некоторые считают, что это потухший вулкан, ожидающий своего часа. Другие предполагают, что это аномалия эрозии, а есть и те, кто шепчет о более захватывающих и мистических возможностях. Что, если это затерянная пирамида из древних времен? И прежде чем вы закатите глаза и решите, что это просто нелепица, эта идея на самом деле не так уж невероятна, как кажется на первый взгляд. И некоторые исследователи действительно поддерживают подобные теории. Ведь древние цивилизации Южной Америки тоже строили подобные пирамиды, о чем мы можем лишь поразмышлять. Что? Да, представьте себе. Египтяне на самом деле не изобрели пирамиды. Это совсем не шутка. Цивилизации, такие как Мочи, Чачапоя и Инка, все они строили монументальные сооружения, которые не оставляли равнодушными. Фактически, пирамиды можно обнаружить по всему миру. От Эфиопии и Таиланда до Греции, Мексики и даже Италии. Почему же пирамиды продолжают появляться на протяжении всей истории человечества, не теряя своей актуальности? Все просто. Они устойчивы с точки зрения конструкции. Широкое основание надежно поддерживает вес, а заостренная вершина часто воспринималась как символическая связь с небесами, соединяя землю и небо в едином целом. Хорошо. Но какова вероятность того, что все эти разные культуры, расположенные в совершенно отдельных уголках планеты, одновременно пришли к одной и той же идее? Ладно, успокойтесь. Это все древние пришельцы. Как было выяснено,
Древние люди на самом деле общались друг с другом посредством торговли, миграции и обмена культурными знаниями. Такие идеи, как пирамиды, не обязательно исходили от одной единой мировой цивилизации. Они просто возникали у умных, любопытных людей, рассеянных по всему миру, которые смотрели на звезды в бесконечном ночном небе и задумывались, как приблизиться к этим звездам и связаться с ними. На самом деле, недавние археологические открытия позволили обнаружить огромные древние города, скрытые глубоко в джунглях и полностью поглощенные природой. Например, в Гватемале ученые обнаружили затерянный город Майя с собственными пирамидами. В Мексике под лесистыми холмами был найден целый мегаполис, о существовании которого никто даже не подозревал. Так что да, человечество может забыть про целые города, о которых даже не догадывалось до недавнего времени. Если взглянуть на Эль-Коно с высоты, то, возможно, и вы начнете верить в его необыкновенные свойства и аспекты. Его склоны гладкие и поражающие своей асимметрией, а сверху он напоминает огромную ступенчатую пирамиду или зиккурат, окутанную густыми джунглями и полную неизведанных тайн. Если бы кто-то сказал вам, что это покрытый мхом остаток древней цивилизации, вы, вероятно, просто кивнули бы и сказали «да, я это вижу». Ведь некая часть вашего разума могла бы это понять. Конечно, никто еще ничего не доказал. Но тайна Эль-Коно поистине восхитительна. Это место похоже на миф, который только и ждет, чтобы его разгадали люди и человечество. В то же самое время для людей, живущих поблизости, Эль-Коно — это не просто геологическая диковинка, а нечто большее. Он священен. В ванской космологии горы, подобные Эль-Коно, известны как Апу, духовные хранители Земли, а не просто горные образования. Это не просто камни, это живые существа, покровители, божества, которые находятся рядом с людьми. Вспомните Фити из Муаны, только южноамериканские и чуть более загадочные и мистические. Коренные племена из этого региона до сих пор выражают свое глубокое почтение к этой горе, воспринимая ее не как просто туристическую достопримечательность, а как священного предка и защитника. Пока все заняты обсуждением, является ли Эль-Коно горой или пирамидой, природа просто продолжает делать свое дело и проявлять свою мощь. Территория вокруг Эль-Коно теперь является частью национального парка Сьерра-дель-Дивизор, который был создан в 2015 году для защиты одной из самых богатых и уникальных экосистем в Амазонии. Речь идет о редких растениях, сотнях видов птиц, множестве видов обезьян и исчезающих животных, таких как ягуары, гигантские броненосцы и даже тапиры. Это их очаровательный гибрид, прямо как свинья и слон в джунглях. И да, в окрестностях Эль-Коно можно найти пещеры, источники и даже неизведанные руины, которые спрятаны глубоко в лесной чаще. Так что же на самом деле такое Эль-Коно? Некоторые геологи считают, что это, вероятно, вулканический конус, судя по его форме и эффектному обилию. По меньшей мере, так официально утверждает ЮНЕСКО. Другие исследователи предполагают, что это редкий пример эрозионной геоморфологии, сформированной временем и природными силами. Ветер, вода и время объединяются, чтобы вырезать идеальную гору из окружающего ландшафта. Это словно геологическое оригами, сформированная миллионами лет упорного труда природы. Но правда в том, что мы все еще не знаем, как обстоят дела на самом деле. Не точно. Пока что нет четких доказательств. До тех пор, пока кто-то не организует научно обоснованную экспедицию, вооруженную беспилотниками, георадаром и разрешением от местных жителей, Эль-Коно продолжит хранить свои древние и загадочные секреты. И, возможно, это в чем-то даже лучше, чем можно себе представить. Иногда именно такие тайны делают мир по-настоящему волшебным. И вот, давайте теперь прыгнем на метафорический самолет и отправимся на Филиппины, где загадка продолжает разворачиваться, становясь немного слаще и более интригующей. Раскиданные на площади более 50 квадратных километров,
В этом уголке Земли находятся от 1200 до 1700 великолепно сформированных холмов, которые выглядят как здоровенные шоколадки. Серьезно. В сухой сезон трава становится коричневой, и начинает казаться, что кто-то разбросал сотни конфет по всему живописному пейзажу. Это действительно очень мило, не так ли? Эти холмы известны как шоколадные холмы, и они являются одним из самых знаковых природных чудес Филиппин, которые давно завоевали популярность. Когда вы смотрите на них издалека, эти холмы выглядят слишком симметрично, словно инопланетный ландшафтный дизайнер с развитым чувством юмора спустился сюда с рулеткой и применил свое мастерство. Но как они здесь оказались? Согласно словам ученых, шоколадные холмы представляют собой редкий тип карстовой формации, образовавшийся, когда слабокислая дождевая вода проедает мягкие породы, такие как известняк. Эти холмы когда-то были частью коралловых рифов и морского известняка, которые под действием тектонических сил были подняты над уровнем моря. Со временем обнаженные породы подверглись эрозии под воздействием ветра, дождя и подземных рек, оставив после себя потрясающую армию симметричных холмов, которые радуют глаз. Это геологическое чудо создавалось миллионы лет, и, конечно, такая красота не могла остаться незамеченной. Однако наука — не единственное объяснение. Местные легенды являются гораздо более увлекательными и волнующими. Одна из историй гласит, что холмы образовались, когда два великана устроили грандиозный поединок по метанию камней, бросая друг в друга огромные камни и создавая такие завихрения, пока не рухнули в изнеможении, оставив после себя удивительно усеянный насыпями ландшафт, прямо как в той известной сцене из фильма Кидна «Хоббит». В другой легенде говорится о разбитом сердце великана, чьи слезы превратились в землю и образовали эти бугры в знак уважения к его потерянной любви. Сегодня шоколадные холмы получили статус национального геологического памятника и стали главной туристической достопримечательностью Филиппин, привлекая путешественников со всего мира. Они также рассматриваются для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что действительно, где еще вы можете найти такое уникальное сочетание геологии и десерта? Если вы захотите посетить это удивительное место, просто прилетайте в международный аэропорт Бохол-Панглао или сядьте на паром из Сибу, а затем отправляйтесь в города Кармен, Батуан или Сагбаян. Здесь вы найдете специальные смотровые площадки, экопарки и даже захватывающие туры на квадроциклах, которые позволят вам изучить холмы вблизи и насладиться их очарованием. И неважно, ищете ли вы затерянные пирамиды в джунглях или взбираетесь на гору, которая летом превращается в шоколад. На нашей планете все еще есть места, которые продолжают удивлять и восхищать. И это настоящее сокровище для искателей приключений. Иногда самые странные и красивые формы природы напоминают нам о том, что природа не скрывает пришельцев или древние технологии. Они просто доказывают, что у Земли буйная фантазия и огромный потенциал для сотворения чудес.